Всем привет, с вами Ануар, и вы на канале Куратив CG Компьютерная графика. В этом видео поговорим о построении композиции кадров. Это мой нынешний этап в разработке мультфильма. Недавно я закончил написание сценария первой серии мультсериала. Ну а перед тем как начнем, подпишитесь на канал, если не подписаны, и поставьте лайк этому видео. Ну а теперь начнем. Построение композиции нужно не только для съемок видео и красивых фото, но и для 3D графики. Первая композиция – это симметрия. Самое, где хорошо видно симметрию в кадре, это в фильме «Отель Гранд Будапешт». Как видим на кадре, если провести посередине линию, две стороны симметричны и кадр смотрится красиво. Представьте, если в одной из сторон не хватало деталей и стороны были разными, то кадр, согласитесь, будет смотреться не очень. Если кадр состоит из симметрии, в основном главного персонажа ставить посередине. Это делается для того, чтобы не сбивать симметрию. Если персонажей больше одного, их разбавляют одинаково по сторонам. Следующая постановка кадра – это правило третей. Если вы только начинающий и не хотите в этом все разбираться, а уже хочется создавать красивые сцены, это правило третей вам поможет. На каждой камере можно включить эту сетку. И как же в ней работать? Определитесь, что главное в кадре. И этот объект надо расположить на пересечении линий. Если это персонаж, лучше глаза расположить на верхних пересечениях. Комфортно, когда персонаж смотрит из одной трети в другую. Если, допустим, вы хотите отрендерить окружение, то здесь надо учесть, что важнее: красивое небо и отдать два верхних квадрата ему, или низ, тогда два квадрата нижних отдать туда. Теперь при просмотре фильмов обратите внимание на расположение актеров в кадре. Фрейминг или рамка в кадре. Как вы поняли по названию, в кадре присутствует рамка. Все может быть рамкой: проемы, коридоры, окна. Как видите, на примере картинки здесь изображен велосипедист, на котором он отражает на боковом стекле автомобиля. Это боковое стекло и есть рамка. Далее это направляющие и ритмы. Направляющие – это линии в кадре, которые незаметно показывают, где находится главный объект в кадре. Линиями могут быть разными. Например, это ветки деревьев, здания, окна, и так далее. С помощью этих линий может давать настрой кадру. И если линии по горизонтали, то картинка кажется спокойной. Но если вертикальные линии, то это настроение силы и роста. Диагональные линии – это движение в кадре. Ритмы – это повторяющие объекты в кадре. Например, на картинке фонарные столбы. Видим, что столбы чередуются ровно по определенному расстоянию. Еще один пример. Здесь видим ритм столбов. Следующая композиция – фокус и расфокус. Здесь ничего сложного. Главный объект в кадре мы сделаем четким, а на второстепенный объект сделаем размытие. Этим мы покажем, куда смотреть зрителю. Как видим, у этого объекта есть размытие, а у данного объекта его нет. И первый, что нам бросается, объект без размытия. Голландский угол. Это поворот камеры на 15 или 45 градусов. В основном этой композиции показывает безумство персонажа или происходящее. И хочу сюда добавить это красивые силуэты. Чтобы персонаж выглядел очень хорошо в кадре и чтобы анимация хорошо читалась, перед тем как создать рендер, обязательно посмотрите этот кадр в силуэте. Чем красивый и плавно не ломающий силуэт у персонажа, чем картинка и анимация читающая и приятная на глаз зрителю. Я рассказал только о главных композициях, но с этими знаниями вы сможете создать очень красивые кадры. Не забудьте подписаться на канал, если не подписаны. Всем спасибо за просмотр и до новых видео.